Самый доступный декор. Создаем кувшин из стеклянной банки и папье-маше. Покрываем банку толстым слоем массы папье-маше около сантиметра, создавая новую фактурную форму. Бумагу для папье-маше можно взять совершенно любую. В этом проекте я использую массу из яичных ячеек с добавлением сухой финишной шпаклевки. Ссылку на рецепт оставлю в описании. После высыхания получается вот такая фактурная заготовка. Честно говоря, в таком натуральном виде с веткой-корягой кувшин уже выглядит потрясающе. На этом этапе можно вполне остановиться, если вам ближе минимализм. Но мы пойдем дальше. Попробуем примерить трафарет. Видите, как он отходит по краям? Чтобы не мучиться с изгибами, я использую один хитрый прием. Разделяем салфетку на слои. Понадобится только один слой. Фиксируем его лаком, у меня акриловый в баллончике, подойдет лак для волос. Прикладываем трафарет и начинаю распределять шпаклевку. Для наглядности я использую коричневую шпаклевку по дереву, чтобы рисунок контрастировал с салфеткой. На самом деле подойдет совершенно любая шпаклевка, какая есть у вас дома, или текстурная паста. Когда узор подсохнет, чтобы добавить объема, наносим шпаклевку второй раз, точно совмещая трафарет с первым слоем. Обрываем бумагу вокруг орнамента вручную. Ножницы здесь не подойдут. Только мягкий рваный край позволит наклейке раствориться на кувшинчике. Наношу клей ПВА. Прижимаю фрагмент к заготовке через пленку, выгоняя все пузырьки воздуха. Сверху промазываем клеем ПВА, разведенным водой. Для базового тона я смешала 2 акрила. Получилась вот такая сложная бирюза. Добавляю белую патину. Наносим жидкую белую краску и сразу стираем ее сухой салфеткой или тряпочкой. Белый осадок задерживается в складках и орнаменте, мгновенно проявляя всю красоту фактуры. И еще один штрих – песочный налет. Тем же самым способом. Это смягчает контраст и создает ощущение настоящего древнего сосуда, побывавшего в песке и в морской воде.
Финишем обязательно идет матовый лак. Он защитит изделие. Для ручки я беру лыка. Чтобы концы легко продергивались в колечки, плотно обматываю их скотчем, как наконечник на шнурке. Крест-накрест обматываю и фиксирую ручку. У меня это морской дрифтвуд, но вы можете использовать абсолютно любую красивую ветку из сада или леса. Вот такая невероятная вещь получилась. Настоящий артефакт, пахнущий морем и стариной. Какой стиль вдохновляет вас больше? Чисто естественный вид, папье-маше или многослойный живописный декор? Жду ваши ответы в комментариях.